С кем у России возможна война по историческим параллелям? Период долгого мира, который начался после окончания Второй мировой войны, может смениться новым переделом мира в интересах стран, которые считают себя обделенными, а также новых лидеров. События в Сирии, в Украине, на Тайване говорят о том, что начало нового века станет неспокойным, как и век назад. Гегемония США и СССР, а также ядерное оружие, долгое время сдерживало амбиции более мелких и дерзких, но крах СССР и упадок России, а теперь и нынешняя неопределенность и кризис общественной модели США развязывают всем руки. Тем не менее, войны не ведутся случайным образом. Для их начала нужны существенные предпосылки, а также точки прямого соприкосновения стран, иначе война не получается упорной и длительной. История еще не знает прямых войн, к примеру, Нигерии и Финляндии или Австралии с Данией. Кроме того, для войны всегда нужны поводы, исторические обиды, экономические диспропорции развития, наличие у стороны агрессивной идеологии. Это сильно упрощает список потенциальных стран врагов России. И если мы исключим явно бредовые причины и выдуманные поводы, у нас будет список стран с наиболее вероятными конфликтами. Итак, какие же страны могут стать наиболее вероятными противниками России в ближайшем будущем? Турция – первый и наиболее вероятный кандидат. У нее сходятся все предпосылки для начала и, вероятно, уже идущего конфликта с Россией. Исторические обиды, ведь страны вели между собой более десятка войн, где со счетом 7-3 победила Россия, оставив за собой бывшие турецкие владения в Крыму и на Кавказе, фактически отобрав земли империи себе и так и не сумев их ассимилировать. Экономика стран развивается разнонаправленно. В России длительный упадок и системный кризис, тотальное воровство и некомпетентность руководства, стареющее население и банановая экономика, где роль бананов выполняет нефть. В Турции после упадка идет постоянный и устойчивый рост, страна обеспечивает себя всем необходимым, у нее растущее и молодое население. И хотя курс Эрдогана сейчас испытывает проблемы, им далеко от тех, что в России. Точками столкновения могут стать Крым, Карабах, Сирия, где обе страны имеют интересы, причем в Карабахе Турция одержала победу над Арменией, руками Азербайджана и над Россией, как патроном Армении. В Сирии обе стороны нанесли друг другу ритуальные уколы, но не подают вида, что ведут борьбу. Крым может стать ключевым участком атаки, который Турция может попытаться перехватить. Обе страны ведут агрессивную внешнюю политику, в обоих правят авторитарные лидеры, общество находится в милитаристском угаре с той лишь разницей, что у Эрдогана есть значительная поддержка общества и кредит доверия, Путин же давно ее растерял и сейчас является уходящей фигурой. Турецкий обыватель помнит о войнах с Россией, знает о том, что у нее есть огромная пятая колонна из мусульманских народов, которые могут поддержать и Анкару. Он видит слабых русских мужчин и по-животному распутных женщин, не знающих чести на своих пляжах, и не считает такой народ серьезным соперником. Вероятность конфликта в ближайшие годы весьма высока. Турция может использовать момент острого экономического и политического кризиса в России, чтобы восстановить историческую справедливость, если правление Путина и далее продолжит загонять Россию в глухой тупик и нищету, где население не поддержит очередную аферу сумасбродного старца, а лояльность силовиков уже нельзя будет покупать бюджетными деньгами. Именно в такой ситуации Российская империя утратила Польшу и Финляндию, а затем допустила интервенцию, когда сгнивший царизм рухнул, а защищать его достижения никто не захотел. Польша – еще один исторический соперник России. Здесь также имеется колоссальный комплекс исторических обид, на которые Польша не ответила уже 150 лет. Вероятность столкновения здесь ниже, так как сдерживающий фактор НАТО и отсутствие общих границ затрудняют прямой конфликт. Войны с
заканчивались для России не так удачно, как с Турцией, а исторические обиды пополнились еще и самолетом под Смоленском, в случайную гибель которого верят далеко не все поляки, и агрессивными заявлениями руководства России и откровенной поддержкой Польшей Украины. Польша уступает России по военным силам, но превосходит ее экономически, степень диверсификации экономики и уровень жизни граждан у нее значительно выше России, чья система рухнет при малейшем падении цен на энергоресурсы. В Польше идет рост населения, через 20 лет ее экономика сравняется с немецкой, а население будет молодым и равным по численности населению России, дряхлому. Во многом не русскому по крови и культуре, не христианскому по вере, что снимет у поляков последние сомнения. Польша не утратила идеи о межморье и активно участвует в политике своих бывших территорий в Литве, Беларуси, Украине и Словакии. Поляки не ведут агрессивной политики, и страна не играет в войну, однако очень жестко отстаивает свои интересы в Европе. Отказывается впускать мигрантов, крайне негативно относится не только к мусульманским приезжающим, но и даже к не относящимся к католикам. Периодически Польша явно примеряет на себя роль идеологического лидера на востоке Европы, противопоставляя себя загнивающим и стремительно теряющим европейский облик Англии и Франции. Несмотря на усилия российской пропаганды, народы не антагонисты друг друга. На бытовом уровне поляки ненавидят Советский Союз, но нейтральны к русским, которые не кричат на каждом углу об империи, величии и убогих пшеках. Подбить оба народа на войну будет крайне сложно. Вероятность конфликта низкая, до появления общей границы, но над этим в России активно работают. Китай – наиболее опасный и агрессивный соперник, чем прочие даже вместе взятые. Его нейтрализация будет означать выживание России как государства, ошибки же приведут к утрате суверенитета экономическими и политическими методами. У Китая велики исторические обиды на Запад вообще и Россию в частности. Утрата Дальнего Востока и Средней Азии, фактическая оккупация страны в XIX веке, взятие русскими частями Пекина. Они ничего не забыли. Китай превосходит Россию по всем параметрам, кроме военной мощи, но ее он легко компенсирует демографическим потенциалом. И даже если поверить скептикам, которые говорят о лжи Китая относительно своих 1,5 миллиарда населения, фактически не более 500 миллионов. Все равно стороны несравнимы. Сейчас Россия открыто отдает Китаю все, что тот пожелает: сегменты экономики, экспортные товары, даже отдельные территории, надеясь, что он будет и далее просить, а не брать силой. Общая граница на востоке России стремительно пустеет. На стороне же Китая идет ползучая экономическая экспансия с целью эксплуатации ресурсов и населения. Пока этот процесс идет, Китаю нет нужды применять силу, но скоро условия станут совершенно нестерпимыми. Китайская армия стремительно модернизируется, и хотя она пока уступает российской, официально они могут легко перекрыть отставание, а там уже могут появиться и захватнические амбиции, которые страна демонстрировала в последний раз в VIII веке нашей эры. Наблюдая за слабым российским руководством, Китай учится и делает выводы. Ослабев в Украине, Россия не имеет шанса на успех. Политика умиротворения России и Китая имеет целью выиграть время и, возможно, подвести Китай к столкновению с другой крупной державой, чтобы ослабить его. Сейчас он получает ресурсы по себестоимости, уверения в союзе и дружбе и прочие жесты подчинения. Это выглядит логичным, но получится ли имитировать равноправие долго? Нет смысла рассматривать как агрессоров Казахстан, Монголию, Грузию, страны Балтии. Несопоставимость масштабов делает возможной только одну сторону агрессии в войне. Но вероятность их низка при условии нахождения российского руководства в более-менее здравом уме. Средняя Азия – безусловно угрожающий фактор, где огромное и молодое население стремительно радикализируется, причем нередко находясь в самой России.
Но это уже скорее внутренняя война в самой России, чем столкновение с каким-то из государств. 21 век едва ли будет скучным и спокойным для России, у которой на каждой стороне света есть могучий соперник. Понравилось? Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.